Всем привет! Вы на канале Польза.ком, и сегодня, как всегда, быстро, просто и кратко мы по 10 критериям сравним 3 пары Bluetooth наушников, которые, по моему мнению, находятся в непосредственной близости как по форм-фактору, так и по цене. И, как всегда, без лишних слов, начнем. Но до этого представлю вам 3 героев моего ролика. Это AirDots от Xiaomi, 4-я версия Blitzwolf'ов и QCY серии T1. Познакомились? Понеслась. Первое — это презентабельность. Победителю будем давать балл, второму и третьему месту 2 и 3 балла соответственно. У кого будет меньше баллов, тот и победит. Вот так оперативненько мы с вами их распаковали. И по моему субъективному мнению, здесь победитель AirDots от Xiaomi. Blitz и QCI одинаково продуманы для транспортировки, но в то же время пропитаны Китаем до нельзя. Здесь побеждает масс-маркет. AirDots 1 балл, Blitz и QCI по 2 балла. Второе — цена, и здесь тоже не о чем говорить. T1 от QCI можно купить и за $15, Blitz закупить за 37, а AirDots, несмотря на обещание и возможную цену в $25, сейчас торгуются, и это уже не первый месяц, по $46. Кьюшки победители с 1 баллом, Blitz 2, Dots 3. Третье — это качество сборки. Я не говорю сейчас о продуманности и функциональности конструкции, а говорю о том, как вы сами можете видеть качество сборки и склейки тех или иных деталей. У Blitz все продумано, но здесь есть маленький пунктик. Пока у них за счет всего одной линии пресса, как вы видите на блоке питания в месте открытия, только 3 балла. 2 балла кьюшкам, могли бы сделать блок и не из 2 частей, а один сплошной литой. Если переход не можете сделать достаточно плавным, то 2 балла. Ну и топы — это дотсы. К ним тоже есть вопросы, но значительно меньше. 1 балл они заслужили в этом сравнении по праву. Четвертое — дальность действия голубого зуба. Я считаю, что все цифры от производителей, название чипов в случае с блицами — это топовый Realtek. Это все мишура. Значения имеют только факты, а здесь они просты. Блицы ловят на расстоянии 54 метров без искажений звука и обрывов, плюс 1 балл. Дотсы 32 метра, плюс 2 балла. А кьюшки я проверял с неохотой, но 21 метр, притом у всех их пользователей бывают проблемы с качеством звучания. Они то отваливаются, то шипят. На расстоянии больше 5 метров они начинают довольно плотно глючить. Соответственно, у них 3 балла. Пятое — автономность работы. Здесь все еще проще. У них у всех примерно одни цифры, но по факту дольше всех у меня работали в паре Блитзы, по одному невероятно долго работали дольше всех дотсы, и пусть кьюшки не сильно отстали всего на минут 20 от блитзов, но здесь нет сослагательного наклонения. Блитцы и AirDots по 1 баллу, дотсы за счет того, как у них работает один наушник. Кьюшки 2 балла. Шестое — это удобство управления, и здесь не стоит кидать в меня камни. Мое сравнение, можете не соглашаться, но в нем решаю я. И здесь тугая механическая кнопка у блицев — это топ для меня, 1 балл. Более мягкая и податливая у кьюшки 2 балла, а в хвосте AirDots с их безумными, неудобными и крайне отзывчивыми сенсорами с 3 баллами. Делаете сенсор Xiaomi, озаботьтесь о том, чтобы он хорошо работал. Кстати, кто не подписан, подпишитесь на канале за подписку, лайк, осмысленный коммент и колокольчик. Есть возможность в каждом месяце 15 и 30 числа стать обладателем нового фитнес-браслета Mi Band 3 или Honor Band 4 Run Edition. Да и других конкурсов всегда хватает. Условия всегда в описаниях к видео. Летим дальше. Седьмое — это их внутренний мир. Шучу. Хотя нет. Но до него мы пока не дошли, но доберемся. Седьмое — это микрофон. Лучше у дотсов. Ветер, толпа народа. У меня работал отлично. Им 1 балл. Для товарищей, у кого они на руках, сразу говорю, мне, наверное, повезло с парой, потому что у меня есть определенные глюки, о которых говорят в форумах и многие обзорщики. Но по поводу микрофона и звучания у меня они топ. Может быть, у них были некоторые артикулы разные, может быть, они разных партий, по этой причине их и не продают, что было много брака. Но по факту я рассказываю про те наушники, которые у меня на руках. 2 балла железно у блицев. Совсем немного, но собеседнику при всех тех же условиях владельца слышно немного хуже. И кьюшки при ветре радуют чуть-чуть меньше блицев, поэтому им 3 балла. Не скажу, что у них плохой микрофон, но просто он хуже, по моему мнению, чем у дотсов и блицев. Восьмое — эргономика и удобство носки. И пусть я здесь разрываюсь между дотсами и блицами от того, что одни очень маленькие по габаритам, и от этого кажется, что они легче, чем на самом деле. Это дотсы. И блицами, потому что их слегка изогнутый конец динамика, кстати, как и у дотсов, но чуть-чуть больше. Очень удобен, и в них по-настоящему забываешь, что на тебе наушники, тем более наушники-затычки. Добавим к этому, что у блицев всего 3,9 грамма, собственно, на наушник, и в итоге получаем, что дотсы и блицы по 1 баллу. QCY, учитывая, что у них самые большие габариты и самые печальные, по моему мнению, штатные амбушюры, получают
получают 2 балла. 9 это внешний вид и продуманность зарядного устройства. Все работает от microUSB. Здесь, если говорить о других факторах, топы, дотсы и блицы. Но вы ведь понимаете, что пусть Xiaomi в этот раз и сэкономили на пластике, а они все равно в этой тройке выглядят лучше и дороже. И соответственно выглядят качественнее, чем остальные. Поэтому они получают 1 балл. Блицы только по причине, как я считаю, крайне необходимой крышки на коробке получают 2 место с 2 баллами. QCY эконом-класс 3 балла. Но все эконом кроме звука. 10-е, и не зря оттягивал этот момент, это их звук. И здесь нет смысла рассказывать о их характеристиках. На все эти уши у меня есть более подробные обзоры, при том, что у них довольно близкие характеристики по качественным параметрам. И в этом ролике резюмировать по этому пункту обязан максимально кратко. Если бы дотсы реализовали все, что они обещали, они бы были вне конкуренции. Но для меня звук с басами у блицев более насыщен и обладает великолепным объемным звуком. Поэтому 1 балл именно им. Дотсы больше подойдут для классической музыки. А вот рок с попсой у них получается воспроизводить без того, чтобы заглядывать в настройки эквалайзера, хуже. Поэтому только 2 балла. И пусть поклонники QCI с их довольно плоским, но в то же время чистым и детальным звучанием на меня не обижаются. И то, что басы у них хороши и они присутствуют, я тоже заметил. Но не дотягивают они до блицев с дотсами, поэтому 3 балла. И в итоге важно всем, кто здесь топ, кто без проблем, кто хорош, а кто убог, у кого что между строк. И скажу вам честно я, блиц мой выбор, дотсы зря, кьюшки топ. За те гроши с выбором ты не спеши и спроси меня внизу. Я отвечу, не совру, где есть плюс и кто же прав. Создадим же наш анклав. А в итоге мы получаем, что у блицев, по моему мнению, победа с 15 баллами, далее плотно идут дотсы с 16 и QCY с 24. При том, что, по моему мнению, кьюшки, учитывая их цену, выдают в разы больше, чем должны выдавать. Подключаются все 3 пары наушников к любым видам телефонов. Из этих ушей у меня ничего не сломалось за время использования. Напоминаю, что у меня несколько конкурсов на канале, и помимо Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition вы можете выиграть эти блицы, и условия на них в описании. Пишите, кому и что интересно в комментариях. Если канал понравился, подписывайтесь и делитесь видео. Этим вы очень поможете моему развитию, и я смогу обозревать больше товаров. 9 из 10 товаров на обзорах на канале покупаю сам и для себя, поэтому рассказываю максимально честно, хоть иногда и субъективно. Видео минимум 2 раза в неделю, обычно чаще. Добавляйтесь в ВК, Facebook, Инсту, Твиттер и Телегу. Всем везде и всегда рад. Есть вопросы, пишите. Следующий будет краш-тест Honor Band 4. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья.